Друзья, всем привет! Это новый выпуск на моем канале. Хотел бы искренне поздравить всех мусульман, которые меня смотрят, со священным праздником Рамаданом, Рамадан Карим. И сегодняшний влог, в принципе, будет также об этом. Многие писали, спрашивали, стоит ли приезжать в Рамадан в Катар, не стоит, какие есть ограничения. В сегодняшнем влоге об этом как раз таки и поговорим. Знаю, что многие хотят посетить Катар, возможно, кто-то уже посетил. И не мудрено, Катар прекрасная, удивительная страна, классные пейзажи здесь, современная архитектура, чисто, аккуратно, опрятно, все очень здорово. Но если вы планируете свою поездку во время Рамадана, то стоит знать некоторые аспекты, прежде чем сюда ехать. Лично я бы не советовал, честно говоря, приезжать во время Рамадана в Катар. Но давайте по порядку. Рамадан на самом деле влияет на повседневную жизнь. Если вы привыкли к тому, что когда вы приезжаете в отпуск и вы завтракаете, обедаете где-то в кафе, ресторанах, то во время Рамадана этого будет сделать нельзя. То есть все рестораны, кафе, они в дневное время закрыты и открываются только на ифтар. То есть после захода солнца открывается все на ифтар, и вы можете пойти поужинать. Если вас это не смущает, то нет никаких проблем, вы можете приехать сюда и в Рамадан. Но многих это останавливает, потому что все-таки люди хотят ходить по ресторанам, где-то взять кофеек, посидеть. Во время Рамадана этого сделать нельзя. Хочу отметить также, что и торговые центры работают тоже с ограничениями. Они не работают целый день. Обычно это с 10 утра, обычно торговые центры открываются с 10 утра до 2-3 дня. Потом все закрывается и открывается уже только после ифтара. Это где-то в 7-7:30 вечера. Вот, это тоже нужно учитывать, что магазины будут закрыты, пошопиться тоже будет проблема. Любители также всяких клубов, баров, забудьте. Во время Рамадана вообще нет алкоголя нигде, нет ночной жизни, то есть все бары, рестораны, клубы, все закрыто. То есть потусить вы здесь не сможете. Возможно, какие-то отели, при отелях, возможно, в ресторанах алкоголь будут подавать, хотя я сомневаюсь на самом деле, что будут подавать алкоголь. Покушать, да, покушать будет такая возможность. Некоторые рестораны, то есть они обслуживают и в дневное, и в утреннее время. Они понимают, что туристы приехали, что они не мусульмане, и что им надо кушать. В таком случае, скорее всего, обслуживать будут. Но если вы выходите где-то вот на тот же сук Вакиф, на этот рынок арабский, посидеть там, покушать, покурить кальян, в дневное время этого сделать будет нельзя. И да, кстати, еще один момент. Нужно быть очень внимательным к употреблению там еды, напитков, курению в общественных местах в дневное время. Вы можете увидеть, возможно, кто-то где-то там втихаря стоит, курит, пьет воду. Если никто не видит, то в целом как бы не должно возникнуть проблем. Но если увидят какие-то местные ребята, им может это не понравиться, и вплоть до того, что могут там штраф выписать за это, если это вызовет какое-то недовольство у местных. Так что, если вы где-то пьете воду, то конспирируйтесь, оглядывайтесь налево и направо, чтобы вас никто не видел, потому что реально могут быть проблемы. По Альбидо парку гуляю, здесь вообще очень много зелени. Приятно дышать, вот в такую погоду вообще кайф. Столько зелени, как будто и не в Катаре. Идеальные дорожки, вот велодорожки. Все для людей сделано. Занимайся спортом, наслаждайся жизнью. Хотя здесь никогда людей нет. Вот все вроде бы для людей сделано, все, но людей нет. А там уже залив.
кстати. Я тоже решил попробовать попаститься. Вряд ли я, конечно, выдержу целый месяц, но недельку, другую, может быть, получится. Сегодня встал с утра. Но без воды я не могу. Питание, еда, да, но все-таки без воды не получится у меня. Вот сходил на тренировку с утра, и, конечно же, после тренировки хочется попить, поэтому водичка все-таки присутствует. Будем считать, что это мой первый день в Рамадан, я пощусь, расскажу после свои ощущения. Ни разу этого не делал, вообще ни разу не постился. Но вот сейчас ощущаю такую легкость. Я чувствую, что еды в желудке нет. Еще я после тренировки заряжен энергией. Ощущение классное, как будто ты летаешь. Нет такой тяжести внутри, и это здорово. Парк, конечно, крутой. Я живу рядом буквально с парком. Буквально через дорогу, и вот можно на пробежки выходить. Чего я еще не делал. Лавочки стоят также. Ну, посмотрите, прям оазис. Очень здорово. А там уже небоскребы видны. Раньше мы жили вот там, на Вест-Б. Сейчас по другую сторону побережья. West-Coast. Вот, кстати, ребята, если кто любит спокойствие, тишину, то во время Рамадана в Катар приехать — это вообще идеальный вариант. Если для вас там не важна там ночная жизнь, какие-то рестораны, вы можете покушать в отеле, а вечером просто пойти поужинать и просто понаслаждаться там городом, то в таком случае окей, проблем нет. Но сполна насладиться вот вы не сможете, потому что здесь нет развлечений во время Рамадана. Это такой месяц духовного очищения, спокойствия, духовного очищения, мысли наедине с собой. И это не есть плохо. Но в этом году вот выпал на март. В марте погода просто очень крутая в Катаре. Советовал бы приехать в марте. Сейчас супер просто. Ребятки на велосипедах ездят, спортом занимаются. В Катар, кстати, приезжают еще и спортсмены на зимовку, скажем так, тренируются. Погода хорошая, в принципе, позволяют условия. Все есть, стадионы есть, все есть для того, чтобы приехать сюда. И футболисты приезжают, и теннисисты недавно приезжали. Все аккуратненько подстрижено. Цветочки цветут. Блин, кайф вообще. Одно наслаждение. Снимал видео о работе в Катаре, и все равно люди пишут, спрашивают по работе. И в связи с этим принял решение попробовать помочь с работой, но это будет не бесплатно. Можете со мной связаться. Есть у меня связи также в Катаре, возможно, получится куда-то устроить, в зависимости от специальности. Но, скорее всего, это вот отельный бизнес, ресторанный бизнес, торговля. Вот. Может быть, что-то вот в офисе получится. Но, опять же, это не бесплатно будет. Вот. Давайте попробуем. Если есть кандидаты, которые хотят приехать в Катар поработать, можете мне в Инстаграм написать. Мой Инстаграм
я обозначу здесь, и ссылочка также будет в описании. Пишите, сбрасывайте свои CV, пишите вообще, кто вы, что, чем занимаетесь, где хотите работать, и, может быть, что-то получится решить. Кс-кс-кс-кс. Один бедный кот. Кс-кс-кс. Иди сюда. Кс-кс. Стой. Кс-кс-кс. Пс-пс-пс. Пс-пс-пс. Люди как раз спортом занимаются. Прям берлога какая-то, как будто. Что-то шевелится. Наверное, кот. Тот, который забежал сюда. Кс-кс-кс. Ничего не видно, но как будто какая-то... А, вот кот сидит. Сюда. Там целая семейка. Кс-кс-кс. Кот, иди сюда. Кот. Убежал. Пусто, вообще никого нет. Если у кого-то есть также желание, друзья, если хотите встретиться со мной, чтобы я вам провел экскурсию по городу, показал какие-то классные места, достопримечательности, можете тоже мне написать на этот счет. Если у меня будет время свободное, если мы сможем договориться с вами, то почему нет? Я не против. Попробуем встретиться. Пишите мне в инсте. Иди сюда. Кс-кс-кс. Да не убегай ты. Don't run away. Кс-кс-кс. Кот. Обычно коты дружелюбные здесь, но этот какой-то эгоист. Кот. Кс-кс-кс. Иди сюда. Боится, наверное. Вы уже приехали во время Рамадана, то стоит уважать традиции, культуру, потому что здесь это чтят, за этим следят. Не выходите с открытыми плечами, с короткими шортами девушки, потому что за это тоже могут штрафануть в лучшем случае. Потому что я видел часто казашек здесь, они приезжают и входят в коротких юбках с открытыми плечами по общественным местам, торговым центрам. В торговых центрах обычно висят там таблички, как можно заходить в торговый центр. Но вот во время Рамадана лучше закрываться. Вот в обычное время, не во время Рамадана, в принципе, к этому лояльно относятся, никаких проблем нет. Но вот во время Рамадана лучше соблюдать традиции. Вообще в Катаре, я заметил, очень чтят семью, и они часто собираются по вечерам, приезжают к своим родителям, там ужинают. И вот Рамадан месяц, как раз таки тоже такой месяц единения семьи. Они встречаются где-то в ресторанах или же дома, там жены, матери готовят ужин, они все вместе собираются, кушают, общаются, и это здорово. Такие традиции – это хорошо, когда поддерживается дух семьи. Аль-Бида парк – самый большой парк здесь в Катаре, он просто огромный. Чтобы его обойти, надо тут потратить часов 5, наверное, точно. Я только прошел вот чуть-чуть буквально, а он прям простирается, ну, наверное, на километра 3 еще туда. 2-3 километра точно. Большая территория очень.
советую тоже посетить. Вот если вам не хватает зелени зимой, солнышко, вот просто погулять по парку, насладиться пейзажами, подышать кислородом, вообще кайф. Да, прикольно здесь, конечно. Такие растения, которых я даже не видел ни разу. Скворечники также стоят для птичек. Но везде камеры, везде абсолютно камеры стоят. На каждом столбу практически. То есть укрыться не получится. Мне писали, спрашивали вообще, как тебе нравится в Катаре жить, не нравится. Вообще в целом нравится. В целом нравится, когда хороший доход, ты можешь себе там много позволить, жить в комфортных условиях и откладывать в том числе. Но опять же, жизнь за границей, я не первый раз просто за границей, и кому-то сложно адаптироваться. Кто-то такой прям семейный человек, ему хочется там у себя жить. Мне бы тоже хотелось жить у себя на родине. Но пока такой возможности нет. Она есть, но у меня не будет того уровня жизни, который я хотел бы. Вот, поэтому пока нахожусь здесь, в Катаре. Да, конечно, тянет на родину. Спрашивали тоже, хочется ли вернуться. Конечно, на родину всегда тянет. Родные, близкие, да и в целом. Но это ностальгия. Ностальгия — это такое чувство, которое зачастую играет с тобой плохую шутку. Ты принимаешь неверные решения. Иногда нужно, и зачастую нужно мыслить здраво и разделять там плюсы и минусы четко. Я это сделал, поэтому пока я нахожусь здесь. Есть в парке даже типа тренажеры, подобие тренажеров, поразмяться. Ну-ка попробуем. Что это за тренажер? Ну, это больше для пенсионеров. Есть здесь также специальное оборудование, места для барбекю. Вот. Вам приносят газовый баллон, но нужно заранее бронировать. Вот. Заранее бронируйте, нужно связаться с менеджментом этого парка, убирать за собой и, в первую очередь, безопасность. То есть следить, чтобы ничего тут не сгорело. Вот есть всякие таблички, как все делать. Безопасность. Прикольно. Ну вот сейчас это закрыто все на замок, потому что нужно заранее бронировать, брать разрешение. Но вообще прикольно, что такое есть. Можно здесь покушать. Вот специальные лавочки даже есть. Приготовил. Посидел с семьей, там, с друзьями, отдохнул в парке. Супер. Друзья, напишите вообще, кто был в Катаре во время Рамадана, каково оно вообще, понравилось вам или нет, и посоветовали бы кому-то приехать во время Рамадана, будет интересно почитать. Также не забывайте подписываться на мой канал, поставить лайк, колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Стараюсь для вас, снимаю. Друзья, я подведу итоги по поводу вообще приезда, путешествий в Катар во время Рамадана. Если вам так хочется, то придется мириться с тем, что придется обычный уклад жизни во время ваших путешествий, если вы куда-то там ездили раньше, изменить, потому что во время Рамадана не получится вполне насладиться, конечно, отдыхом, но также не пожалеете. Погода классная, есть куда сходить, что посмотреть, но есть ограничения. Так что учитывайте это, задавайте какие-то вопросы, если вас интересует, можете мне в инсте писать, по возможности я отвечаю. А вот и сама схема парка нашел. Вот мы с вами, вернее я,
Мы шли вот здесь. Погуляли мы примерно, ну, вот в этом районе. Вот в этом районе. Плюс-минус. Но здесь много всего есть. Вот сам парк. Вот сколько еще этого парка. Здесь еще и музей есть какой-то на территории. Он просто огромный. Футбольные, теннисные площадки есть, какие-то фонтаны. В общем, много-много всего. Парк огромный. А погуляли мы только вот здесь. Вот примерно вот в этом районе. Пройду по району, покажу, что рестораны закрыты. Может, вы думаете, что я вас обманываю? Наглядно посмотрите, что действительно все закрыто. Или же максимум может быть открыто, но работают они только на вынос. Можете зайти, купить, вам приготовят, но кушать внутри нельзя будет. Вот можно видеть, что рестораны днем закрыты. На ифтар все рестораны закрыты. Ну вот индусы работают одни, на вынос в основном. Индусы. Мусульмане, там турки какие-то не работают. А вот индусы работают. Либо же закрыты, но типа запускают вот только на вынос. Только на вынос. Хочу зайти в один ресторанчик, тоже рядом со мной. Тоже индийский, но они готовят международную, international cuisine. Классные пельмени там делают, вот. Типа долмы. В общем, китайские пельмени. Очень вкусно. Заодно посмотрю, закрыты ли они или открыты. Да, вот они закрыты. На ифтар. Но обычно вешают табличку. Открываются во время ифтара. Ну, здесь они просто закрыты. Так что, друзья, такой был выпуск. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Увидимся с вами в следующем влоге. Всем пока.